Под южным солнцем мой город цветет, смеется, шутит и песни поет. Я пройдусь и послушаю южную речь. Варавам. Что вы знаете, надо Одессу беречь. Всех приветствую из очень и очень жаркой Одессы, но несмотря на то, что сейчас на улицу просто страшно выйти, все равно одесситы настолько любят свой город, что не могут сидеть дома. Понемногу наступает вечер, и людей в Горсаду и на Дерибасовской становится все больше и больше. В основном туристов сразу видно, они все фотографируются либо со знаменитым стулом в Одессе, либо с Леонидом Утесовым. Куда же без одесского котика? Котики в Одессе повсюду, и вы уже благодаря нашим видео в этом точно переубедились. Везде играет музыка, сразу видно, что выходные и в городе лето. Очень люблю живую музыку, особенно летним вечером. Она создает очень романтическую атмосферу. И со мной сложно не согласиться. В Одессе сейчас очень и очень жарко. Температура воздуха по всей Украине бьет абсолютные свои исторические рекорды. И самая худшая ситуация, конечно же, на юге Украины. Сегодня температура воздуха у меня на градуснике достигала 43 градуса. Ну, а обещают, что возможно потепление, вернее, даже жара, до 50-60 градусов на солнце. Я даже не представляю, как мы будем от нее спасаться. Синоптики утверждают, что продержаться нам нужно до 20 июля, а дальше у нас будет немножечко похолодание. И уверена, его уже очень многие ждут. Центр города, Горсад. Люди танцуют, несмотря на войну и жару, которая сейчас в городе. Кто как справляется со стрессом в Одессе? Спасибо. И пусть это вам напоминает об этой практике. Такие обережки мы раздаем людям. Спасибо большое. Это то, что вы ищете. Спасибо большое. Это не просто А что это лая. обозначает? Это берет будущее. Я всем честно говорю. Эти все ответы на свои вопросы в этой практике. Очень красиво, спасибо. Это в этой листовке написано, что это за практика, да? Да. Не успела я приехать в город, так мне уже подарили вот такие обереги. Посмотрим, принесет ли он мне удачу. Слушайте, так жарко, что у меня просто перестает работать вся техника. Перегревается телефон, абсолютно отказался работать, окончательно отказался работать микрофон, и уже просто начинает глючить стабилизатор. Не только людям сложно, но и всем гаджетам в такую жару. Так, еще подарили мне вот такую книжечку «Шлях до щастя. Посібник до кращого життя, основанный на здоровому глузді», с дюком на главной обложке. Улица Дерибасовская стала первой улицей в городе, где из лавы вулкана Везувия и гранита построили мостовую. И камни для мощения привезли из Неаполя. Такая музыка, а у меня, к сожалению, не работает микрофон, поэтому видео может получиться очень шумным. Ой, в городе нету света, работают генераторы.
Несмотря на то, что в Одессе днем страшно выйти на улицу, люди вышли. Люди вышли, приехали в центр города, отдыхают и наслаждаются летом, потому что ему свойственно очень быстро заканчиваться. Жизнь кипит, и несмотря на то, что в любой момент может быть воздушная тревога. Сегодня, кстати, она была, и позже было написано, что в области был прилет, к сожалению. А если вот так гулять по улице, по Дерибасовской, по центру города, приехать на пляж, то иногда забываешь, что война, и кажется, что очень мирная жизнь сейчас в нашем любимом всеми городе. Самый первый год войны на улицах Одессы такого не было. Большинство заведений было забито фанерными листами, а люди боялись выходить на улицу. Но сейчас, на третий год войны, люди приспособились к такой жизни, потому что по-другому невозможно. Сейчас на Дерибасовской просто тысячи людей. И уверена, что меньшая часть людей — это одесситы. В основном это люди, которые приехали из других городов Украины. Я пока не могу понять, что происходит, но я вижу, что бросаются дети с шариками с водой. Вот это развлечение. Так, я надеюсь, в меня ничего не попадет. На самом деле очень прикольно. Очень страшно, чтобы тебя не попало, оно все пролетает. Давай. Оба, полетела. Все мокрые, но видно, что счастливые. Под южным солнцем мой город цветет, смеется, шутит и песни поет. Я пройдусь и послушаю южную речь. Варавам. Что вы знаете, надо Одессу беречь. Улыбаясь другу, по бульвару хожу, со второго люка на него не гляжу. Он протянет руку, и ему я скажу: я скажу, что здесь родился, здесь и живу. Это невероятно красивая песня, и я думаю, каждый одессит очень гордится тем, что он родился в Одессе. А даже если человек не родился в Одессе, все равно он гордится тем, что судьба ему подарила возможность жить в этом невероятном месте. Узнала, что сейчас в пассаже выставка каких-то украинских брендов, и сейчас зайдем с вами посмотрим. Сюда много людей заходит. И сейчас посмотрим, что нам предлагают. Ага. Сумочки ручной работы. И вот такая сумочка, вот 1200 гривен. Ориентировочные цены. Здесь можно выйти в Инстаграм и все посмотреть. Но выглядит это очень красиво. И все это ручная работа. Такая красная сумочка 2400. Но если подумать, сколько человек, который это делает, потратил на это все своего времени, то это очень недорого. И вот скажите мне после всего, как можно не любить Одессу? Какая сегодня в городе романтическая обстановка, ну, где не идешь, такая замечательная музыка живая играет.
рестораны молодцы, предприниматели молодцы. Несмотря на войну и сложности в бизнесе, все равно стараются привлечь клиентов. Такая музыка играет. Ну. Я просто иду и получаю море удовольствия. Вот так, приехал в Одессу, побывал немножко в Италии, пошел в другую часть улицы Дерибасовской, побывал немного в Грузии. И не нужно выезжать за границы страны. Мало кто воспринимает Горсад как парк, но на самом деле Горсад считался раньше самым первым парком в городе. Сейчас немного с вами отойдем от шумной Дерибасовской вглубь Горсада. А мы идем к летнему театру. Была здесь еще до войны. Посмотрим, как он изменился за эти пару лет. Ой, здесь сейчас совершенно пусто. Так выглядит летний театр сейчас. Здесь часто проводятся различные мероприятия, иногда концерты. Но сейчас просто отдыхают жители города. Многие сейчас забывают, но вот вам маленький совет от меня. Сейчас, когда вы даже кушаете в ресторанах, осторожно выбирайте блюда, потому что продуктам свойственно портиться из-за такой сильной жары, как сейчас. И отравление сейчас вовсе не редкость. Поэтому будьте очень внимательны при выборе еды и заведения, в котором будете ужинать или обедать. В Киеве даже некоторые магазины из-за жары и отключения света хотят приостановить продажу мяса и сыра просто из-за того, что они не могут гарантировать сохранность и свежесть продукции из-за такой ситуации. Сегодня была воздушная тревога, и в городе был слышен взрыв. Сейчас работают генераторы и продолжается отключение света. Невыносимая жара и очень плохое качество интернета, и даже созваниваться людям сложно между собой. Но несмотря на это все, люди продолжают по-прежнему улыбаться и быть счастливыми. Это невозможно не заметить, когда я иду, потому что все навстречу мне идут с улыбками. Всего вам самого-самого наилучшего. И до встречи в следующих видео.